Посылка из Санкт-Петербурга во Владивосток. Вы знаете, сколько она будет в пути отправлением первого класса? Если не знаете, сегодня обязательно узнаете. Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Между Санкт-Петербургом и Владивостоком около 10 тысяч километров по поверхности Земли и железнодорожному полотну. Нас разделяет несколько часовых поясов, разница во времени плюс 7 часов. То есть, когда в Санкт-Петербурге полдень, во Владивостоке уже 19 часов вечера. С наступлением календарной осени в Санкт-Петербурге очень сильно похолодало. И посылку отправляли в спешке, дабы не переохладить то, что внутри. Посылка была принята в почтовом отделении Санкт-Петербурга 31 августа в 9 часов 14 минут. И уже 5 сентября утром посылка прибыла в место вручения в городе Владивосток. Учитывая разницу во времени, посылка находилась в пути чуть более 4 суток. Преодоление 10 тысяч километров из Европы в Азию даже за 5 суток я считаю великолепным результатом. В моем представлении посылка весом 2,5 килограмма должна была быть более скромных размеров. Я отправилась за ней налегке пешком в перерыве между ливневыми дождями тайфуна Хинна-Мнор. Когда мне выдали отправление такого объема, в первые несколько минут я впала в определенный ступор. Транспорт стоит в ежедневных вечерних пробках, в пакет эта громадина не влезет. Что делать? Видя мою полную и глубокую растерянность, почтовые работники предложили мне несколько метров обычной бечевки. Перемотав посылку несколько раз крест-накрест и завязав бантиком, я отправилась в обратный путь. Для того, чтобы вы могли представить истинные размеры коробки, я поставила ее на фоне комода. Ширина комода 1 метр 20 сантиметров. Высота комода 87 сантиметров. Что могло находиться внутри посылки такого объема, на тот момент оставалось для меня полнейшей загадкой. И сейчас, друзья, мы вскроем эту посылку и посмотрим, что там внутри. Только начав вскрывать посылку, я поняла, что отправитель позаботился абсолютно обо всем, и оказалась права. Кроме орхидей, я обнаружила 2 пакета мха, обыкновенного лесного северного мха, не сфагнума, не спагмоса, а самого простого мха из сосновых лесов. Я покажу вам его чуть позже и без пакета при солнечном свете на следующий день. Обратите внимание, как правильно подобран объем коробки. Объемные свертки в ней не травмируются, не прижимаются и в то же время не болтаются. Каждое живое растение обернуто дышащей, но плотной бумагой. И даже скотч для фиксирования бумаги выбран тоже бумажный, малярный. Когда я копнула вглубь, я поняла, что орхидей в посылке несколько. Во избежание перемещения по коробке каждый из свертков был примотан скотчем к другому. Пакеты с мхом не были заклеены для того, чтобы мох мог дышать, и из него даже вывалилась вот такая замечательная шишечка. И вот такое богатство ожидало меня внутри. Несколько орхидей, 2 пакета мха и даже пакеты с субстратом для размножения микрофлоры. Для чего? Об этом мы узнаем чуть позже. Каждый пакет с образцом субстрата был аккуратно подписан. Об этом я просила заранее. Мне важно было знать, в каком субстрате ранее росло каждое из этих растений. На дне коробки обнаружились 2 пакета с великолепной корой. Оба пакета были прочно зафиксированы к дну коробки малярным скотчем.
В условиях тайфуна, когда и синоптики, и МЧС строго-настрого рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, в посылке было все необходимое для успешной посадки всех этих орхидей. Какая посадка, спросите вы, ведь все орхидеи и так в горшках. А вот и нет, все орхидеи в горшках, но без субстрата. В посылке обнаружилось два вида орхидей. Это фаленопсисы и пафиопедилумы. И если на образцы цветения фаленопсисов мы в дальнейшем сможем взглянуть, то как цветут пафиопедилумы, никто не знает. Ни два предыдущих их владельца, ни, естественно, я. 5 суток в пути, без субстрата, с абсолютно высушенной корневой системой никак не отразились на внешнем состоянии и самочувствии орхидей. Вот у этого фаленопсиса без названия даже не прекратился рост корневой системы. У него очень много активных кончиков корней. Оба фаленопсиса растят молодые листья. Я очень надеюсь, что рост этих листьев не прекратится. Нежные пафиопедилумы или в простонародье башмаки тоже пришли в посылке без субстрата. Очень давно просят меня зрители об отдельном видео о пафиопедилумах. А я все никак не сподоблюсь, поэтому в этом видео скажу пару слов о них. Для большинства новичков орхидеей прежде всего является фаленопсис. Друзья, пафиопедилум – это тоже орхидея, только с другим строением корневой системы и листовой массы. У пафиопедилумов нет влагозапасающих органов, у него нет таких корней с несколькими слоями виламена, как у фаленопсисов, и таких плотных и кожистых листьев, как у фаленопсисов. Поэтому больше всего отправитель волновался, конечно же, за пафиопедилумы. У прежнего владельца пафиопедилумы настрадались, они были неправильно посажены в очень большой и объемный горшок. Неправильно развивались, постоянно отсушивая нижние листья, и никогда не цвели, ни разу. Каждый из этих двух страдальцев имел ровно по одному корню. Но стоит отметить, что второй владелице, от которой они приехали во Владивосток, пафиопедилумы стали оживать и попытались отрастить новый корень от ствола. У меня были сутки для того, чтобы определить все орхидеи в новые посадки, и я сделала это. В этом видео мы не будем городить огород, но новые растения при солнечном свете я вам все-таки покажу. И давайте начнем по порядку, начиная с мха, коры, затем фаленопсисы и пафиопедилумы. Кора просто великолепная, идеального шоколадного цвета с невероятным запахом соснового леса, крупной фракции, которую нужно будет для посадок резать секатором. В разрезанном виде идеально подойдет для посадок фаленопсисов и не подойдет для посадки пафиопедилумов. Толщина коры достигает 1 см, а это значит, что она будет достаточно влагоемкой. Мне очень понравился мох. Подушка под мхом очень объемная. Этот мох, несмотря на то, что он очень хорошо высушен, прекрасно оживает в посадках любых орхидей и хранится всю зиму в таком виде. И новую кору, и новый мох я, конечно же, использовала для посадок вновь прибывших орхидей. Итак, знакомьтесь, друзья, фаленопсис номер 1 – небывалый путешественник с сортовым названием Strawberry Cake или клубничный торт. Цветение этого фаленопсиса видела только его первая владелица, которая приобрела его в Москве. Позже, в силу неопределенных обстоятельств, фаленопсис владелице разонравился, и она так и сказала – «выкину». Вторая владелица не позволила это сделать и забрала фаленопсис в Петербург. Прожив в Питере лето, фаленопсис уехал жить во Владивосток,
Вот такой путешественник. Вот такими витиеватыми путями исполняются мои желания, ведь об этом сорте я давно мечтала. О моей любви к фаленопсисам сорта «Каменная роза» известно многим тем, кто смотрит этот канал с самого начала. В свое время я говорила, что готова повесить каменную розу Илеодора в каждую комнату своей квартиры. То растение, которое вы сейчас видите на своих экранах, не каменная роза, но очень на нее похоже. Название сорта неизвестно, и если кто-то из вас его знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Орхидея 2 недели назад отцвела с ответвления и вступила в фазу активной вегетации. У нее растут и корни, и новый лист, поэтому нового цветения придется подождать. Вопреки невероятным страшилкам синоптиков, сегодня во Владивостоке солнечно и очень тепло. Оба пересаженных фаленопсиса я вынесла только для съемки на открытое солнце, для того, чтобы вы могли их лучше рассмотреть. Еще раз напомню вам, что те растения, которые никогда не видели открытого солнца в своей жизни, сразу ставить на солнце на длительный период времени нельзя. К открытому солнцу растения нужно приучать, точно так же, как вы приучаете свою кожу к длительному загару. Поэтому сегодня все вновь прибывшие орхидеи пребывали на открытом солнце не более 10 минут. Ни сорт пафиопедилумов, ни пример их цветения, ни одной из владелец известен не был, как и мне. Но я настолько люблю этот инопланетный вид орхидей, что готова терпеливо выращивать их долго, доводя до цветения. Мне удалось заглубить эти вытянувшиеся и обезлиственные стволы обоих пафиопедилумов, и в новых посадках у них вполне благопристойный вид. Листовая масса у пафиопедилумов более нежная, чем у фаленопсисов, поэтому к прямому открытому солнцу они привыкают еще в более комфортных условиях. Делают это они в тени других растений. Тем не менее, определенную порцию прямых солнечных лучей они все же получают. У этих пафиопедилумов необыкновенно красивая листва. И любить их можно только за это. Пафиопедилумы очень не любят объемные посадки. Субстрат в них очень быстро закисает, а пафиопедилумы крайне этого не любят. Зато они очень благосклонно относятся к пересадкам и абсолютно их не боятся. Объем горшка для новой посадки выбран по размеру корневой системы, и поэтому горшок очень маленький. Над упаковкой единственного и неправильно растущего корня в этот маленький горшок пришлось потрудиться, но результат того стоил. Корни пафиопедилумов не участвуют в фотосинтезе орхидеи, поэтому для их посадки можно использовать как прозрачные, так и непрозрачные горшки. Для анализа темпов развития обоих растений в разных посадках я их посадила по-разному. Первое растение в глухой и непрозрачный горшок, а второе в прозрачный горшок с огромным количеством вентиляционных отверстий. И абсолютно у всех вновь полученных орхидей в посадках присутствует фитиль. И у пафиопедилумов, и у фаленопсисов. Во время адаптации вновь прибывших орхидей к новым условиям содержания и к новым посадкам фитиль использоваться не будет. Но как только орхидеи покажут, что готовы к активному росту и развитию, фитиль будет введен в эксплуатацию.
И раз вчера у меня был большой посадочно-пересадочный день, я покажу вам, как в новых посадках чувствуют себя вновь прибывшие с Канарских островов алоэ вера. Если вы не смотрели видео о великом переселении алоэ вера с Канарских островов во Владивосток, преодолев путь 15 тысяч километров за 30 дней, обязательно сделайте это. Ссылку на видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Посмотрите, как я расположила вновь пересаженные растения по отношению к Солнцу. Верхушечная меристема растения направлена в определенную сторону, а я хочу, чтобы растение выправилось, и поэтому я отворачиваю его от солнца. Реакцию различных органов растений на солнце можно наблюдать не только у орхидей, но и у алоэ. Зная о таком биологическом понятии, как фототропизм, мне легко удастся выровнять оба растения и сделать их красивыми и гармоничными. И если вы хотите наблюдать, как будут расти и развиваться все эти растения из всех этих посылок вместе со мной, возвращайтесь на канал. И пока я выполняю еще одну просьбу и показываю зрителю, как выглядят листья тысячелистника, я напомню вам, что 17 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.